Что такое иммунитет, причины снижения иммунитета и как его повысить? Всем привет! Вы на канале Удиви Себя ТВ. Наша иммунная система состоит из нескольких органов. Это миндалинные аденоиды, вилочковая железа, тимус, лимфатические узлы, селезенка, аппендикс, пластинки Пие в кишечнике, костный мозг. Все они производят или накапливают наши главные клетки-защитники – лимфоциты или по-другому белые кровяные тельца. Как только организм подвергается атаке инфекции, то есть в него проникают болезнетворные бактерии, микробы или вирусы, то лимфоциты начинают вырабатывать антитела. Эти белки и есть оружие нашего иммунитета. Они набрасываются на захватчиков и вступают с ними в бой. Если иммунная система здорова, лимфоциты крепкие и их много, то организм выходит из борьбы победителем. Лимфоциты обладают иммунной памятью. Это означает, что если уже замеченный ими однажды микроб снова попадает в организм, лимфоциты уже встречают его большим количеством антител и побеждают быстрее и легче. На этом принципе основаны прививки. Если лимфоциты стоят на страже нашего здоровья в крови, то в клетках внутренних органов служат их коллеги – макрофаги, в задачу которых входит немедленно арестовывать бактерии, попавшие в ткани. У кого низкий иммунитет? У детей с настоящим врожденным иммунодефицитом, у всех возрастных групп с ВИЧ-инфекцией, если человек получает или получал иммунодепрессивное лечение, химиотерапию, иммунодепрессанты. Если у человека декомпенсированный сахарный диабет. Иммунологи считают, что лекарственные иммуностимуляторы либо вообще бесполезны, либо более серьезные препараты нужны только по показаниям, например, при вторичном иммунодефиците. Любая неграмотная стимуляция ведет к истощению. Как повысить иммунитет? Больше спите. Здоровому организму взрослого человека требуется около 7-9 часов ежедневного сна. Детям порядка 10-13 часов. Систематический недосып на протяжении 2 недель и более приводит к снижению эффективности работы иммунной системы минимум на 30%. Одно из научных исследований доказало, что частичное лишение человека сна в ночное время приводит к снижению реакции иммунного ответа. Регулярно занимайтесь спортом. Старение иммунной системы напрямую зависит от степени и объема физических нагрузок. Лицам до 17 лет необходимо заниматься спортом не менее 60 минут 3-5 раз в неделю. Представителям более старшего поколения не менее 2,5 часов 1-2 раза в неделю. Для пожилых от 65 лет предпочтительно аэробные нагрузки с низкой интенсивностью, прогулка быстрым шагом. Не злоупотребляйте алкоголем. Чрезмерный прием этанола значительно повышает риск развития инфекционно-воспалительных заболеваний, разрушает клетки иммунной системы. Откажитесь от курения. Никотин, который поступает в организм при курении, связывается с гемоглобином, что приводит к нарушению кислородного снабжения клеток. Кроме того, в табачном дыме содержится колоссальное количество канцерогенов и ядовитых смол, которые напрямую подавляют реакции иммунного ответа, провоцируют развитие аллергических процессов и аутоиммунных заболеваний. Курение – самый простой способ убить не только иммунную систему, но и организм в целом. Скорректируйте свое питание. Белковая нежирная пища необходима для построения клеток иммунной системы. Оптимальными источниками белков являются куриные и индюшиные грудки, морепродукты, яйца, бобовые культуры. Бета-каротин способствует ускорению выработки лимфоцитов, снижает риск развития раковых заболеваний. Содержится в таких продуктах, как картофель, морковь, дыня, абрикосы, шпинат. Селен и цинк. Они в большом объеме содержатся в морепродуктах – крабы, тунец, омары, а также в бобовых культурах и говядине. Свежие фрукты и овощи. Предпочтительными являются кабачки, репа, яблоки зеленых сортов, цитрусовые, апельсины, грейпфруты, лимоны, бананы, персики, сливы, виноград и черная смородина. Чеснок.
Овощ содержит аллицин, который уничтожает множество вредоносных микроорганизмов в просвете кишечника, а также в циркулирующей крови. Витамин С. Максимальное количество витамина С отмечается в цитрусовых, клубнике, облепихе, шиповнике, шпинате, сладком перце и капусте. Витамин D особенно эффективен в отношении продуктивных психоэмоциональных расстройств и депрессии. Продукты, богатые витамином D – форель, треска, осетрина, яйца. Витамин А содержится в моркови, брокколи, красном перце, тыкве, дыне, картофеле и яблоках. Регулярный прием витаминов необходим для поддержания иммунитета и профилактики вирусных заболеваний. Употребляйте продукты с пребиотиками. Пребиотиками крайне богаты йогурты, кефир и другие кисломолочные продукты. Однако, не вся кисломолочная продукция содержит живые бифидобактерии. Это важно учитывать. Помимо молочных продуктов, пребиотиками богаты квашеная капуста, маринованные огурцы, напитки на основе чайного гриба. Чаще находитесь на солнечном свете. Для достижения эффекта достаточно инсоляции продолжительностью около 15 минут летом и 1-2 часа зимой. Пейте иммуномодулирующие составы. Доказано, что иммуномодулирующими свойствами обладают следующие растения: элеутерокок, женьшень, астрагал и эхиноцея. Соблюдайте правила гигиены. Регулярное мытье рук после прихода с улицы, рукопожатий, туалета до и после приготовления пищи. После контактов с животными и уборки следует дополнительно обрабатывать кожные покровы растворами антисептиков. Избегайте стрессов. Постоянные психоэмоциональные перегрузки, депрессивные состояния и прочие расстройства центральной нервной системы способствуют повышенной выработке кортизола, гормона, который является убийцей клеток иммунной системы. Таким образом, соблюдение перечисленных выше рекомендаций способствует слаженной работе иммунной системы, а также повышению устойчивости организма к большинству бактериальных, вирусных и грибковых агентов. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и пишите в комментариях, как вы укрепляете иммунитет.